Это произошло в самом сердце ледяной Аляски, где даже летом температура не поднимается выше нуля. Ученые проводили обычные геологические изыскания, когда радар зафиксировал аномалию, плотную структуру в толще вечной мерзлоты. Когда экскаваторы добрались до цели, никто не ожидал увидеть силуэт, который напоминал динозавра. И не просто кости, а почти целое замороженное тело с уцелевшей кожей, когтями и частями мягких тканей. Создание лежало на боку, как будто было застигнуто врасплох. Его поза была напряженной, челюсти сжаты, а лапы выдвинуты вперед, словно в последнем движении перед гибелью. Палеонтологи сразу же начали процедуру экстренной консервации, чтобы транспортировать находку в исследовательский центр. Возраст останков определили как более 60 миллионов лет. Это противоречило всем представлениям науки. Ранее считалось, что органика за такой срок не может сохраниться. Однако вечная мерзлота, изолированная от воздуха и микробов, создала идеальные условия. Ученые впервые получили шанс исследовать не просто кости, а само тело динозавра, каким оно было при жизни. Находка стала началом новой эры в палеонтологии. Вопросов было больше, чем ответов. Как именно произошло замораживание? Почему в таком идеальном состоянии? И возможно ли, что подобных капсул времени в мире больше, чем мы думаем? Сенсация разлетелась по научному миру, но, как оказалось, это было только начало цепочки еще более поразительных открытий. Голова с зубами. Через несколько месяцев уже в канадской части Арктики исследовательская группа обнаружила череп динозавра, застывший в ледяной породе. Его сохранность поражала. Кости целые, глазницы четкие, а главное — зубы. Острые, как ножи, неповрежденные временем, с характерным изгибом плотоядного хищника. Это было нечто иное, чем просто находка. Это была возможность взглянуть в лицо древнему убийце. Анализ показал, череп принадлежал молодому представителю дромеозаврид, группы, известной своими высокими охотничьими способностями. Но то, что удивило всех, это сохранение фрагментов носовых тканей. Они позволили воссоздать дыхательные пути и сделать вывод: у существа было острое обоняние, вероятно, превосходящее любое из ныне живущих животных. Но внимание привлек еще один факт. След от массивного удара по затылочной части. Повреждение не было следствием осадочных процессов. Оно выглядело как рана от внешнего воздействия. Это поставило под сомнение версию о естественной гибели. Что могло убить молодого хищника с одного удара? Такая находка стала толчком к новому направлению исследований. Если голова сохранилась так идеально, может, внутри тканей осталась и генетическая информация? Ответ оказался неожиданным. ДНК изо льда. До этого момента идея о восстановлении ДНК динозавров считалась фантастикой. Ученые утверждали, что даже в идеальных условиях молекулы разрушаются максимум за миллион лет. Но извлеченные ткани из замороженного черепа изменили все. В одной из изолированных лабораторий удалось обнаружить цепочки ДНК. Неполные, но достаточно длинные, чтобы начать анализ. Фрагменты содержали генетическую информацию, ранее неизвестную. Сравнение с другими рептилиями подтвердило: это действительно динозавровая ДНК. Более того, отдельные участки совпадали с ДНК современных птиц. Это стало еще одним доказательством эволюционного родства и дало шанс восстановить недостающие звенья в генетической цепи. Работа с древним генетическим материалом была сложной. Малейшее загрязнение могло разрушить результат. Поэтому команда ученых трудилась в стерильных условиях, используя самые передовые технологии палеогенетики. И они добились главного: подтвердили возможность сохранения ДНК в ледяной среде миллионы лет. Эта новость мгновенно попала в заголовки научных журналов. Но в то время как мир обсуждал теоретические возможности клонирования, в одной из новых находок ожидал еще более впечатляющий сюрприз — органы внутри. На севере Норвегии буровая команда, работавшая по гранту палеоэкспедиции, извлекла из толщи льда фрагмент крупного тела древнего ящера. Первоначально сочли, что это обычная находка — замороженные остатки скелета. Но после первичной томографии стало ясно: внутри находились плотные структуры, не характерные для костей. Это были внутренние органы. После длительной и осторожной разморозки образца стало ясно: желудок, печень, возможно, даже легкие сохранились почти в первозданной форме. Цвет тканей изменился, но текстура, форма и расположение соответствовали современным аналогам. Главным открытием стали фрагменты содержимого желудка, остатки доисторических растений, некоторые из которых больше нигде не встречались. Это позволило ученым впервые заглянуть не только в анатомию динозавра, но и в его питание, пищевые привычки и даже экосистему того времени. Такой уровень сохранности был беспрецедентным. До этого момента все знания о внутреннем строении динозавров строились на моделях и гипотезах. Теперь ученые могли сравнивать реальные ткани с теоретическими реконструкциями и во многом опровергли старые версии. Но по-настоящему необъяснимым оказалось нечто другое. Следующая находка не поддавалась ни классификации, ни логике.
Невозможный вид. На территории российской Арктики, неподалеку от устья реки Лены, было найдено тело существа, которое поставило под сомнение все, что наука знала о динозаврах. Оно выглядело как гибрид нескольких видов. У него были перепончатые лапы, острые когти, вытянутая морда и крупные глаза, как у ночных животных. Кожный покров представлял собой нечто среднее между чешуей и перьями. Плотный, с множеством наростов. Рост существа достигал около 6 футов, а по форме тела оно напоминало то, что сейчас назвали бы водным хищником. Ни один известный вид, живший на планете, не обладал таким анатомическим набором. Это существо невозможно было отнести ни к одному из семейств. Ученые дали ему рабочее имя — Арктидракс, что означает «дракон из льда». Но самым интригующим оказался анализ тканей. Он показал, что Арктидракс развивался отдельно от других рептилий. Это указывало на то, что в позднем меловом периоде могли существовать изолированные популяции существ, не оставивших после себя потомков или даже следов в ископаемом слое. Что еще скрывают ледяные пустыни? И кто действительно жил на Земле задолго до нас? Вопросов становилось все больше. Запах древности. Когда ученые начали работать с замороженными тканями динозавров, они ожидали увидеть множество биохимических загадок, но одно открытие оказалось особенно странным — запах. При вскрытии одного из образцов, хранившегося в герметичной ледяной камере, в лаборатории распространился резкий органический аромат. Это было неожиданно. Сперва подумали на загрязнение, но последующий анализ воздуха и тканей подтвердил, химические соединения, вызывающие запах, действительно исходили от останков. То, что аромат мог сохраниться на протяжении десятков миллионов лет, казалось невозможным. Но исследование показало, в условиях абсолютной изоляции и при экстремально низких температурах некоторые летучие органические соединения могли выжить, особенно в замкнутых полостях тела, например, в желудке или легких, где отсутствовало взаимодействие с кислородом. Химики выделили молекулы, похожие на те, что выделяются при разложении белков. А это означало, что разложение, хоть и в крайне замедленной форме, происходило даже в ледяной среде. Этот факт может изменить подход к исследованию древних организмов, особенно тех, что найдены в вечной мерзлоте или на полярных шельфах. Некоторые запахи были описаны как гнилостные, другие как затхлые, но один случай поразил ученых. Аромат был слегка сладковатым и напоминал смесь земли и сухих растений. Это, по мнению экспертов, мог быть результат продуктов метаболизма, оставшихся в тканях организма перед смертью. Но за химией запаха скрывалось кое-что более тревожное. Если сохранились запахи, возможно, сохранились и бактерии. Следующая экспедиция показала, что опасения были не напрасны. Палеогенетика. Современные методы анализа ДНК, белков и тканей называют палеогенетикой, областью науки, которая буквально воскрешает древние организмы на молекулярном уровне. После успеха с извлечением динозавровой ДНК интерес к этой сфере резко вырос. Ученые по всему миру начали собирать замороженные образцы и применять к ним самые передовые методы секвенирования. Оказалось, что помимо ДНК могут сохраняться и другие молекулы — белки, липиды, даже фрагменты клеточных мембран. Это дало шанс понять, как именно работали органы динозавров, как они переваривали пищу, как функционировали их иммунные системы. Но главное — возможность создания молекулярных реконструкций. Ученые смогли воссоздать отдельные белки, характерные только для динозавров. Один из них отвечал за плотность костной ткани, другой — за скорость свертывания крови. Эти белки тестировали на живых клетках в лабораториях, и полученные данные подтвердили уникальность древней биохимии. Кроме того, палеогенетика позволила понять, какие виды были ближе друг к другу, чем считалось ранее. Некоторые водные динозавры оказались генетически ближе к сухопутным, чем предполагали по морфологии. Эволюционное древо изменилось, причем кардинально. И если можно восстановить белки, можно ли восстановить организм целиком? Этот вопрос теперь обсуждался не только в научных кругах, но и на уровне этических комитетов. Клонирование? Идея о воскрешении динозавров десятилетиями считалась уделом фантастов. Однако с появлением фрагментов настоящей ДНК и белков этот вопрос вышел за пределы научной фантазии. Некоторые ученые начали разрабатывать проекты по клонированию отдельных функций, органов и даже потенциально организмов, близких к вымершим видам. Речь пока не шла о точном восстановлении динозавров, но теоретически можно было бы внедрить участки древней ДНК в эмбрионы современных рептилий или птиц. Эти эксперименты уже проводятся с мамонтами, где используют ДНК, извлеченную из льдов Сибири. И если мамонта можно клонировать, почему бы не попробовать с динозаврами? Однако сложности были огромны. ДНК динозавров фрагментирована и большая часть информации утеряна. К тому же нужно не просто воссоздать генетический код, но и найти подходящую биологическую платформу, яйцо или организм, способный выносить потомство. Этические вопросы поднимались остро. Стоит ли пытаться вернуть к жизни существо, вымершее миллионы лет назад? Какая цель? Наука, зрелище, коммерция. И что будет, если эксперимент выйдет из-под контроля? Пока ученые
ученые спорили, в арктическом льду была сделана новая находка, и она снова поставила все под сомнение. Подледные тайны. Южная Гренландия. Во время бурения в районе древнего ледника исследовательская станция зафиксировала странную активность под толщей льда. Термолокаторы показали полости, не характерные для обычной ледяной структуры. Решено было бурить глубже. То, что они нашли, выглядело как естественная пещера, полностью запечатанная многовековым льдом. Внутри сухая камера с остатками костей, кожи и, как ни странно, древесных фрагментов. Эта находка сильно отличалась от других. В ней не было пресловутой мерзлоты. Влажность почти нулевая, температура стабильно минусовая. Останки внутри принадлежали существу, очень близкому к описанному ранее Арктидраксу. Уникальные пальцы с перепонками, специфическая структура черепа и кожа с микроскопическими каналами, похожими на теплообменные элементы. Но самое главное, рядом нашли следы. Не от лап, а от инструмента. След как будто оставила лопата или палка. Ученые сперва подумали на современные загрязнения, но анализ углеродного состава показал, этим следам десятки тысяч лет. Это означало только одно. Кто-то побывал там после смерти существа или одновременно с ним. След человека. Находка в Гренландии вызвала бурю споров. Как могли следы человека оказаться рядом с динозавром, пусть даже замороженным? Возможно ли, что это совпадение? Древнее животное и древний человек просто оказались в одном ледяном слое. Ответы начали проясняться, когда были проанализированы еще два фрагмента. Отполированный камень и предмет, напоминающий наконечник копья. Оба объекта лежали в непосредственной близости от останков. И хотя они не были высокотехнологичными, их форма указывала на обработку, пусть и примитивную. Датировка артефактов совпадала с возрастом замерзших тканей. Это не могли быть поздние примеси. Возможно, существовала изолированная группа людей, охотившихся на этих существ или хотя бы сталкивавшихся с ними. Это ломает устоявшееся представление о временных рамках исчезновения динозавров и появления человека. Или же речь идет о другом сценарии. Древние люди могли найти уже замерзшие останки и попытались использовать их. Но зачем? Для еды, для обрядов или для чего-то большего? Эти вопросы стали особенно тревожными на фоне новой теории, согласно которой заморозка произошла не постепенно, а в результате катастрофы. Катастрофа льда. Долгое время считалось, что вечная мерзлота формировалась медленно, за тысячи лет. Но новые геологические данные ставят под сомнение эту теорию. Некоторые слои ледников в Арктике и Сибири выглядят так, будто образовались мгновенно. Они содержат фрагменты почвы, обломки древесины, а иногда целые туши животных, застывших в движении. Ученые выдвинули гипотезу. В далеком прошлом планета могла столкнуться с резким климатическим срывом. Возможно, в результате вулканической активности, удара метеорита или изменения наклона земной оси произошел внезапный температурный обвал. Это вызвало не постепенное оледенение, а буквально обрушение холода. Температура могла упасть на десятки градусов за считанные дни. Подтверждение этой теории нашли в тканях некоторых замороженных животных. Белки, фиксирующие стресс, были зафиксированы в их организмах, как если бы смерть наступила в момент мощного физиологического шока. Это поддерживает версию катастрофической заморозки. Одна из таких туш принадлежала травоядному динозавру, обнаруженному в Якутии. Его желудок содержал неусвоенную пищу, а ткани минимальные следы разложения. Это означает, что он погиб и был заморожен почти одновременно. Если такие катастрофы происходили в прошлом, они могли уничтожить целые экосистемы за считанные дни. И некоторые формы жизни могли сохраниться в идеальном состоянии лишь благодаря этому моменту. Но если о катастрофах прошлого мы узнаем только сейчас, то новые открытия говорят о том, что древний мир был намного разнообразнее, чем мы думали. Новые виды. Когда географические границы исследований расширились, в дело вступили спутниковые снимки, тепловизоры и радиолокация. Оказалось, что подо льдом скрываются десятки структур, напоминающих скопление органических останков. Каждое новое бурение приносило все более странные находки. Один из таких случаев произошел на юге Гренландии. В образце нашли фрагменты существа с анатомией, не совпадающей ни с одним известным видом. Череп плоский, с 3 рядами зубов. Конечности гибкие, как у современных змей, но с зачатками когтей. Ученые дали находке условное название интермезор. Она стала объектом множества публикаций и гипотез. Анализ тканей показал уникальную структуру мышц, способную к быстрому сокращению. Это указывало на высокую активность животного, возможно, в ночное время. Более того, некоторые структуры указывали на наличие элементов терморегуляции, признаки, характерные для теплокровных организмов. Похожая находка была сделана в ледяной пещере в Сибири. Там извлекли фрагменты позвоночника существа с двойным рядом ребер и уникальной структурой нервной ткани. Эти данные могут означать, что в позднем меловом периоде на Земле существовали виды, которые эволюционировали независимо от основной фауны. Эти находки не только дополняют нашу картину древнего мира, они ее радикально переписывают.
описывают. Но один случай заставил даже самых смелых исследователей замолчать. Опасная находка. Один из образцов, обнаруженных в районе архипелага Земли Франца Иосифа, оказался не просто редким, а потенциально опасным. Внутри замороженного тела ученые зафиксировали нечто, что сначала приняли за кристаллы. Но анализ показал, это инкапсулированные микроскопические организмы. При более детальном исследовании выяснилось, что это не минералы, а формы древней бактериальной жизни, находящиеся в анабиозе. Некоторые из них, как показали лабораторные опыты, способны активироваться при температуре чуть выше нуля. Это вызвало панику в научной среде. Группа микробиологов выступила с заявлением: если эти организмы попадут во внешнюю среду, мы не можем предсказать их поведение. Учитывая, что они миллионы лет не взаимодействовали с современными формами жизни, последствия могут быть непредсказуемыми. Исследования были приостановлены, лаборатория закрыта, образец изолирован в особом криохранилище. СМИ и общественность ничего об этом не узнали, информация была строго засекречена. Это вызвало внутренние конфликты. Часть ученых требовала полной публикации данных, другие настаивали на сохранении тишины ради безопасности. Эта история стала поворотной. С тех пор экспедиции стали сопровождаться специалистами по биологической безопасности. Но если даже бактерии могут пережить миллионы лет, то насколько живыми можно считать тех, кого мы давно считали вымершими? Этика и страхи. После всех открытий наука подошла к черте, за которой начинались уже не просто теории, а решения. Решения, которые влияют не только на академическую сферу, но и на общество в целом. Вопрос, который раньше звучал как фантастика, теперь приобрел реальные очертания. А нужно ли возвращать к жизни динозавров? Мнения разделились. Одни утверждали, воскрешение поможет понять эволюцию экосистемы прошлого и разработать новые технологии. Другие, что это опасная игра с непредсказуемыми последствиями. Как будут жить эти существа? В каких условиях? Сможем ли мы контролировать их поведение? А главное, имеем ли мы моральное право вмешиваться в ход естественной истории? На научных конференциях стали звучать призывы к разработке Международного этического кодекса. Поднимались вопросы об использовании технологий клонирования, прав воскрешенных существ и возможном воздействии на современную экологию. Несколько крупных исследовательских центров приостановили проекты, связанные с извлечением активной ДНК. Некоторые страны вовсе запретили любые эксперименты с замороженными останками, но процесс уже запущен и его остановить невозможно. И вот в завершении этой цепочки открытий встает главный вопрос: что все это значит для нас? История переписана. Находки замороженных динозавров — это не просто научные сенсации. Это фундаментальное переосмысление всей истории Земли. Мы привыкли видеть прошлое как что-то застывшее и далекое, разделенное от нас миллионами лет. Но лед доказал, прошлое ближе, чем кажется. Сегодня мы знаем, что динозавры не просто кости в музеях. Их тела, ткани, запахи, даже бактерии — все это осталось среди нас. Не как миф, не как теория, а как реальность, замороженная во времени. И теперь перед наукой стоит задача не просто изучить эти находки, а осознать их значение. Каждый новый образец, извлеченный из льда, ставит под сомнение наши знания об эволюции, климате и возможностях самой жизни. Мы уже не можем смотреть на историю с прежней уверенностью. Все, что мы знали, может оказаться лишь частью большой и еще не раскрытой картины. И именно в этом-то главная ценность ледяных открытий. Они не просто рассказывают нам о прошлом, они показывают, что многое еще только начинается.